Всем добрый день! Сегодня свяжем вот такую небольшую сумочку. Сегодня мастер-класс будет нести такой консультационно-обучающий характер, потому что я вам покажу, как при помощи нескольких узоров можно придумать свою модель. Вот, я взяла здесь 7 узоров будет. Покажу, как вязать вот такое донышко. Интересный будет переход к стеночкам. Благодаря ему у нас донышко более плотное. Я его здесь ничем не укрепляла, и оно не будет проваливаться. Размер сумочки у меня получился донышко 20 сантиметров и высота где-то 16. Что нам понадобится? Вот я вязала из такого шнура от Евгении Knit Shop. В одной упаковке 100 метров. И у меня ушло 2 упаковки. Вот смотрите, сколько у меня ниточек осталось. Ну, думаю, где-то 190, наверное, метров ушло. Вот. Так что, если будете покупать именно такой шнур, то достаточно 2 упаковок. Вязать буду крючком номер 4. У меня, значит, что из фурнитуры? 2 кольца, такие вот карабинчики, и карабинчики для ремешка. Тоже покажу, как ввязывать ремешок в такие карабины. И магнитная кнопочка. Вот и все. Так что такой бюджетный вариант сумочки. Кто хочет, конечно, может кожаную фурнитуру сделать. Можно и крышечку сделать. Можно и ремешок кожаный. Это уже, девочки, все ваша фантазия. Итак, начинаем наш урок. Так, на мой размер я буду набирать 9 воздушных петелек на донышко. Вот это уже буду считать. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Если вы хотите пошире сумочку, то набирайте тогда больше петелек. Начинаем вязать первый ряд обыкновенными столбиками без накида. Так, еще раз покажу. Вот начинаем со второй вот этой петельки. И так вяжем до конца ряда. Так, провязали. Последнюю петлю тоже можем провязать. Вот где у нас этот узелочек. Провязали. Делаем петлю подъема. И сейчас мы донышко будем вязать галочками. Не как обычно вот столбиками между, столбиком без накида между вот этими петлями. Вот в эти дырочки, а будем вязать именно вот в эти галочки. То есть крючок нам надо вставить вот сюда. Вот. И тогда донышко такой вязкой будет у нас плотнее, так как шнур у нас не очень плотный, он все-таки без сердечника, то провязываем именно вот в галочке. Так. Короче, вот так в каждую галочку вяжете до конца ряда. Вот в эти галочки. Вот я провязываю последнюю галочку. И обязательно провязываем вот здесь сбоку петлю и делаем петлю подъема. И разворачиваем наше вязание. Теперь опять вяжем вот в каждую галочку. Провязали. И так до конца ряда. Сейчас уже будет полегче вязать, чем первый ряд. И будет быстрее.
Смотрите с обратной стороны, проверяйте, чтобы у вас крючок. Так, вот наша галочка. И чтобы он там тоже выходил именно между вот этими перемычками. Сейчас я вам еще раз покажу, как перейти на следующий ряд. И дальше вы уже вяжете ту длину, какой вы хотите вашей сумочки. Обязательно провязываем вот эту сбоку. Вот, чтобы ваши края были ровные. Делаем петлю подъема, переворачиваем и по такой же схеме вяжем дальше. Галочку и так до конца ряда. И уже смотрите, какую вы хотите длину вашего донышка. Я довязываю ряд. Так, боковые не забываем. Ну вот, наверное, мне пока достаточно. Я не считала, сколько рядов. Я вам скажу, сколько это сантиметров. Так. 15. Линейка какая оказалась. 15 и 4, 19. Ну, почти 20 сантиметров. Так, сейчас мы переходим. Будем вязать вот так вот обвязочку вокруг всего донышка. Поэтому мы сразу за следующую, вот это вот сбоку получается, переходим на бок. И в каждую вот в эту боковую петельку мы обвязываем, то есть провязываем столбик без накида. Сейчас наши края станут более ровные, и нам будет удобнее перейти на стеночки. Вот такой вот должен получиться бок. И дальше вяжем до сюда. Дошли до нашего поворота. Так, этот кусочек мы сейчас спрячем. Вот здесь на разворотике мы провяжем 2 петли, развернемся. Вот этот маленький кусочек я сразу прячу и обвязываем с этой стороны. И здесь опять на боку вот этот вот переход мы провязываем 2. И дальше вяжем по одной, как с противоположной стороны, все точно так же до конца ряда. Заканчиваем нашу третью сторону обвязку. Еще. Ну, еще одну провяжем, чтобы уже мы дальше не будем вязать, но чтобы у нас вот тут вот бок был ровный. Так, теперь мы берем через какую-нибудь ХБ тряпочку или через полотенчик, мы немножко проутюжим, чтобы оно у нас стало более ровненькое. Вот я отпарила наше донышко, оно стало намного ровнее. Я его даже под прессом не держала, а если вы подержите его еще под прессом, оно станет еще более плотное. Оно мне даже еще немножко такое вот сыроватое. Так, продолжаем дальше. Теперь вот сюда вводим крючок. И вот эту ниточку, эту петельку выводим на ту сторону. Перевернули. Сделали петлю подъема.
И сейчас мы будем вязать вот с этой изнаночной стороны нашей, мы будем поднимать стеночки. То есть вот та сторона, вот эта, она будет лицевая. Итак, обвязываем в каждое вот наше вот это отверстие, вяжем столбик без накида, ничего уже нигде не прибавляем, не убавляем, а просто весь прямоугольник обвязываем столбиком без накида. Вот наша лицевая сторона будет стеночка. Все, так обвязываем до сюда. Вот я закончила первый ряд. Вот так выглядит наша лицевая сторона. Вот будет лицевая, это изнаночная. Так, вот я провязала последнюю петельку. И сейчас соединю. Вот это вот у нас где была петля подъема, когда мы начинали ряд. Вывожу сюда петлю. И сразу соединяю вот с этой. Делаю 2 петли подъема. И мы опять возвращаемся к нашей лицевой стороне. И сейчас мы будем вязать столбик с одним накидом. В каждую петельку вяжем столбик с одним накидом. И так вяжем до конца ряда. Это будет наша лицевая сторона. Вот, уже вырисовывается наш узор. Так, осталась еще одна у меня петелечка. Один наш столбик. Так, вот мы провязали. Сейчас мы опять соединяем вот за петлю подъема, когда начинали ряд. Вот она. Соединили. Сделали петлю подъема. Опять идем на нашу лицевую сторону. И вяжем уже просто столбики без накида. Вяжем столбики без накида, обвязываем нашу сумочку. И так до конца ряда. Вот покажу, как с обратной стороны уже видно. Все, вяжем до конца. Так, вот я провязываю еще один столбик, последний. Соединяем ряд точно так же, как и предыдущие. Мы теперь все время их так будем соединять. Так. И делаем еще 2 петли. И опять переворачиваем вот на нашу лицевую сторону. И сейчас мы будем вязать рельефные столбики. Вот так вот будем цеплять наш крючок. Вот так вот. Только мы сначала делаем накид, вставляем крючок, выводим, провязываем наш столбик, как с одним накидом. Вот такой получился у нас рельефный столбик. А в следующий уже мы будем вязать обыкновенный столбик с одним накидом. И теперь мы так чередуем. Рельефный вот сюда. Так, постараюсь помедленнее показать. И столбик с накидом в следующую петельку. Вот уже видны наши рельефные столбики. Еще раз показываю. Рельефный.
провязываем как столбик с одним накидом, а в следующую провязываем просто столбик с одним накидом. И так чередуем до конца нашего ряда. Так, я провязываю, вот, наверное, уже последний столбик рельефный. Провязала. И сейчас я его соединяю. Так. Вот наша подъемная петелька была. Все. Рельефные столбики мы закончили вязать. Я делаю петлю подъема. И сейчас мы круг вяжем за заднюю вот эту вот стеночку. Столбики без накида. Так вяжем до конца ряда. Вот так должно получиться. Заканчиваем следующий ряд. Так, последний наш столбик. Соединяем вот опять с петлей подъема, с которой мы начинали ряд. Соединили. Делаем петельку подъема, переворачиваем наше вязание. И сейчас мы будем вязать полустолбики с одним накидом. Только смотрите, мы накид делаем не вот так, а вот так. Тогда у нас с той стороны получится красивый узор. Вот, главное, не путайтесь. Вот сюда. Так, сделали накид. Теперь провязали петельку, 3 соединили. Так, застрял крючок. Опять накид делаем с этой стороны. Соединили. Видите, как получается тогда с той стороны? Сейчас еще покажу. Сейчас провяжем несколько столбиков, и тогда уже будет видно, какой там получается узор. Вот. Очень интересно. Все, так вяжем до конца. Не забываем только накид делать вот здесь, а не вот так. Перед крючком. И так вяжем до конца ряда. Так, провязываем еще один столбик. Уже вот видим наш узорчик. И дальше, сейчас мы уже будем вязать по спирали. Один круг одним способом, а дальше уже все время одинаковым. Вот я не делаю ни соединений, ни петли подъема, а сразу цепляю за вот эту первую перемычку и провязываю столбик без накида. И так вот в каждую. Так, уже неудобно мне держать. Вот за одну перемычку, за заднюю, то есть она у нас передняя здесь, мы провязываем столбик без накида. Дальше уже все у нас пойдет проще. Вот так у нас должно вырисовываться с этой стороны, вот такая полосочка. Вот, поэтому провязываем сейчас круг таким способом, а дальше уже пойдет немного проще. Все, поэтому вяжем сейчас до конца этот круг. Так, вот я заканчиваю. Тут даже у нас, видите, уже переход почти не виден, так как мы уже не делали никаких подъемов и соединений. Так, довязываю до того места, где мы переходили на следующий ряд.
Вот оно. И теперь мы начинаем уже вязать все время по спирали обыкновенными столбиками без накида. Уже мы за всю петлю цепляем, ни за какие ни перегородочки, ни передние, ни задние. А так по спирали будем вязать без переходов ту высоту, какую вы хотите. То есть сколько вам нужно, пока мы не будем уже делать ободочек. Все. Теперь вот так вот мы все время вяжем, вяжем, вяжем. Вот такими столбиками, без накида, без переходов. Поэтому, когда, видите, здесь даже в принципе и не видно. Когда вот сюда дойдете, так дальше и вяжете. Переходов никаких не делаем. Но чтобы вы не потеряли все-таки, где вы начинали, потому что вот уже не видно у меня, да, где переход был, надо сразу отметить маркером, чтобы вы понимали, где все-таки у вас было начало. Все. Ну, сейчас, когда будете следующий круг вязать, просто его можно сразу ниже зацепить, чтобы он вам не мешал. То есть примерно где-то вот здесь вот. Если у вас нет такого маркера, можно просто скрепочкой. Все, и теперь уже вяжем дальше. Ну вот, я уже провязала. Так, сколько у меня... Кстати, я тогда неправильно, я вот тут вот маркер повесила, а вот где у нас был переход, вот тут он виден. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, и вот это вот 7-й ряд у меня был. Я могу сказать, сколько это в сантиметрах. Где-то, вот, где-то 6 сантиметров. Так, и теперь я тоже не переходя, опять вяжу один круг за переднюю перемычку. Там уже переходим к нашей окантовочке. Вот, один круг вяжем за переднюю перемычку столбиками без накида. Так, вяжем сами. Вот у нас такая полосочка должна получиться. Вот я довязала еще один ряд. Вот переворачиваем, смотрим. Вот видно, где он начинался. Уже по спирали сейчас мы вяжем. Если вам так сложно ориентироваться, вы можете отмечать маркером. Просто я вижу, вот эта вот полосочка пошла, да, вот мы сейчас ее заканчиваем. Еще одну петельку я провязываю. Если хотите, можете отметить сейчас маркером. И дальше вяжем, вот как мы вязали вот этот вот ряд. Продолжаем. То есть мы как по спиральке его вяжем. Один накид делаем и вяжем полустолбик с одним накидом. Только не забываем, что перед крючком вот так мы шнур делаем накид, провязываем сразу 3 вместе. Все, так вяжем до конца. И у нас опять вот здесь будет виден узор. Вот такой же, как и здесь был. Сейчас еще одну провяжу. И вяжем до начала вот этого ряда. Можно отметить маркером или скрепочкой, чтобы вы не запутались. Вот довязала я этот ряд. Сейчас мы вот за вторую петельку вот так соединим. Нам просто нужно перейти на другую опять сторону, на лицевую. Так, перевернули. И сейчас мы будем вязать соединительными столбиками за заднюю перемычку и соединили. Соединили. И сейчас мы так провяжем несколько сантиметров. Будем вязать опять по спирали. Вот так должно получиться. Вот когда до этого места дойдем, сейчас я вам покажу, мы тоже перейдем сразу на спираль.
Так, сейчас я вам покажу. Дойду до того места, до начала этого ряда, и покажу, как мы дальше перейдем по спиральке вязать. Вот сейчас мы по спирали переходим постепенно дальше нашими соединительными столбиками. Ну, здесь вот можно за какую-нибудь цепануть перемычечку и вот так сразу перейти дальше. Все, и дальше уже по спирали вам будет проще вот так вот вязать. Вяжем только за заднюю. И уже посмотрим, сколько сантиметров у нас получится. В принципе, это уже как по вашему желанию. Меньше, больше. Еще смотря, какого вы размера сумочку вяжете. Все, так, вяжем. Тогда уже с вами встретимся, когда я свяжу эту окантовку и посмотрю, сколько она у меня получится по размеру. Вот так должно у вас получаться. Так, вот я провязала где-то 1, 2, 3, 4. Так, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Вот это 5-е я вяжу. И сейчас будем вязать за заднюю перемычку, также по спирали. И уже не соединительными петельками, а обыкновенным столбиком за заднюю перемычку. И вяжем так дальше. Вяжем кружочек. И там посмотрим. Вот. Так, провязали кружочек за заднюю стеночку. И дальше, я думаю, еще 2 рядочка мы провяжем опять соединительными петлями. Кто хочет, можете и больше вязать. Я имею в виду вот этот вот бортик. Если вы хотите выше, то, говорю, все на ваше усмотрение, потому что мастер-класс, он больше такой носит консультативный характер. Мне главное вам показать, какие можно использовать вязки, как переходить от одной вязки к другой. А вы уже можете вязать, как вам, ребят, больше нравится, фантазировать, что-то придумывать свое. Я вот, наверное, еще 2 рядочка провяжу соединительными петельками и, наверное, уже закончу. Сейчас посмотрим. Ну вот, я провязала все-таки 2 рядочка еще соединительными петлями. Все, мы обрезаем наш шнур, вытягиваем его и выводим наизнанку. И теперь иголочкой вот такой иголочкой нужно, просто мне здесь не очень удобно, надо ее так вот вывернуть и спрятать между рядочками. Вот такая иголочка специальная с большим ушком для толстых ниток. Все, прячете, отрезаете шнур, немножко его, правда, надо подпалить, и он тогда у вас приклеится и не будет виден. Ну, тем более, я думаю, что вы, наверное, еще будете шить подкладку. Вот. Теперь что мы делаем? Так, снимаем наш маркер. Теперь нам надо чем-то ее хорошо, какой-то тканью вот так вот заполнить, чтобы она вот прям форму приняла. Донышко вот так все ручками растянуть. И через ткань отпарить утюгом. Только смотрите, не спалите шнур, пожалуйста. Утюг не больше, чем на 2 ставьте. Вот эти части можно утюгом и с этой стороны пройтись, чтобы они стали более плотные и более ровные. А всю вот эту вот основу лучше набить чем-то, какое-то, да, там полотенце или что-нибудь, там вещь какую. И хорошо отпарить, придать форму еще раз руками, пока будет сырой шнур, и поставить, чтобы он остыл, пока он не примет форму. И тогда она станет, она и так, в принципе, у нас не очень-то кривенькая, а так она станет еще ровнее. Вот. Ну, а эти части
можно вот так вот утюжком еще пройтись. Только ради бога, через ХБ ткань очень-очень аккуратно. Все, и нам останется связать ручку, пришить кнопочку, и наша сумочка будет готова. Так, теперь нам нужно связать наш ремешок. Сейчас покажу, как это делается с карабином. Как ввязывать ниточку. Шнурочек наш, вот петельку вытянули. Провязали. Вот этот маленький кусочек можно сразу прятать. И в зависимости от того, какой у вас ширины карабин, ну, набираете петли пока сколько там хватит. Вот у меня 2, 3, 4. Ну, наверное, еще у меня 1. Вот, карабинчик у меня здесь, наверное, сантиметра 2. Все, и сейчас вяжем обыкновенными столбиками без накида поворотными рядами. Развернулись и вяжем. Вяжите плотнее, все-таки это ремешок, боковую петлю подъема. Сейчас еще рядочек покажу. Подняли, развернули. Можно взять шире карабин, тогда ремешок ваш будет тоже шире. Так как я вяжу вот в первую петельку, то сбоку я уже не вяжу. Можно вязать, если во вторую дырочку, тогда надо сбоку еще провязывать. То есть есть два вида, как вязать поворотными рядами. Я, как видите, вяжу, сейчас вот переверну, покажу. Вот в первую петлю, так как он у нас узенький. Обычно я вяжу вторую и вот здесь боковую. Но так как он маленький, мне удобнее так вязать, то есть узенький. Все, так вяжем дальше. И сейчас покажу, как мы уже закончим второй карабинчик, как вязать. Так, вот я уже провязала где-то 90 сантиметров, у меня ручка получилась. И сейчас мы вяжем второй наш карабинчик. Вот так прикладываем его. И вот в каждую дырочку вот сейчас вам покажу. Вот в каждую вот в эту дырочку мы ввязываем. Ввязываем столбиками без накида. Так, что у нас там остался еще один. Ну, наверное, все. Или там можно еще вот контрольный сбоку. Вот, все, теперь все. Отрезаем наш шнур. Вытягиваем его. И вот все, наш ремешок готов. Прячем наш шнурочек с этой стороны. С этой стороны просто уже обрезаем, но обязательно нужно вот так вот подпалить, а то он распустится. Можно его еще немножко крючком сюда спрятать. Смотрите, если он закручивается, я обычно еще тоже проутюживаю, отпариваю ремешок, то можно его еще тоже отпарить аккуратненько, проутюжить, и он станет ровненький, не будет так вот скручиваться. Все, останется нам пришить только кнопочку в сумочке. Ну и все, сумочка наша будет готова.